лягушка. Ну а чтобы не стать лягушкой, подписывайтесь на мой Бусти. Он хотел создать мир, в котором нет богов, но в итоге переродился со способностью вызывать одного из сильнейших богов. Юкита всегда хотел наслаждаться спокойной и нормальной жизнью. Но была одна проблема. Его отец был маньяком, который основал новую религию, проповедующую их богиню Митаму, и превратила жизнь своего сына в мучение. Дошло до того, что они заставили его принять участие в ритуале, который должен был сделать его следующим лидером культа. Со всеми случайными людьми в качестве последователей культа они понесли Юкита, запертого в бочке, и делая вид, что хотят бросить его в море. Цель — выжить под водой в течение 3 дней и победить смерть. Конечно, Юкита умолял спасти его, зная, что это его конец. Но его отец не теряет надежды и верит, что этот ритуал спасет его. Старик разглагольствует о том, что их богиня всесильна, всеведущая и непобедима. С величайшей верой он говорит сыну, что их богиня обязательно спасет его. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. И без малейшего остатка здравомыслия они сбрасывают Юкита с обрыва, и он падает в воду. По мере того, как он погружается в воду, в его сознании начинают всплывать воспоминания. Он вспоминает, как пытался быть нормальным ребенком, играл с животными, гулял с друзьями, но его беспокоили и уводили последователи культа. Секта разрушила его жизнь. Они заставили его терпеть одиночество, так как никто не хотел быть рядом с ним в школе. Они пытались буквально убить его, почти сжигая заживо и сильно избивая. И именно они заставили его принять на себя силу водопада. И вот, когда он начинает медленно терять сознание, он загадывает свое последнее желание. Если их богиня Митама действительно существует, он хочет, чтобы она позволила ему переродиться в мире без богов или религии. К счастью, Юкита просыпается после того, как его спасает девушка по имени Арурару. Она обещает заботиться о нем, пока он полностью не поправится. Еще она упоминает, что она работает в деревенском ресторане. Он сначала не понимает, но осмотревшись, он понимает, что находится в другом мире. Его мечта переродиться в другом мире сбылась. Он сразу же спрашивает обычные вещи, например, где находится гильдия искателей приключений. Она плохо его понимает, но после объяснений получает четкое представление, что он хочет работу. Опять работа? Он следует за ней, весь на взводе, думая об использовании меча и магии. Но в итоге он устраивается на работу фермером. Мисата злится, что это скучный квест, и чтобы усугубить ситуацию, появляется Рой, который, не представившись, заявляет, что каждая женщина в деревне принадлежит ему. Еще один парень с синдромом главного героя. К счастью, нашему Юкита достается кинжал от Клена. И очевидная реакция спросить, где гоблины 1-го уровня. Но, конечно, он не получает ответа. Его задача собрать виноград, но в итоге они собирают слишком много урожая и не знают, что делать. Тогда Юкита решает сделать вино. То, что они не умели делать. Все сразу же становятся дружелюбными по отношению к нему, а он продолжает повторять то, что думает. Как ему кажется, задания фермера слишком скучные. В итоге он подружился с жителями деревни и стал жить с Роем и его старшей сестрой. Однажды, занимаясь сельским хозяйством, Юкита видит бегущего жителя деревни и кричит, чтобы все бежали. За ним бежит огромный, плохо одушевленный зверь, который обращает свое внимание на него и Роя. Здорово! Что с ебалом? Рой говорит ему расслабиться и оставить все на его усмотрение, доставая при этом книгу. Он открывает ее и начинает читать какое-то заклинание темной магии. Юкита очарован. Впервые он собирается посмотреть на магию, но заклинание Роя называется «Посъебом». Им удается обогнать чудовище, и Рой гордится тем, что едва выжил. Но Юкита в бешенстве, они даже не сражались, для него бег — это позор. Это только начало. Он берет Роя за воротник и спрашивает, почему тот не сопротивлялся. Но Рой отвечает, потому что мы не можем его победить. Юкита злится еще больше и спрашивает, почему он вообще читал книгу. Ну, в книге есть стратегии, как победить разные виды монстров. После возвращения в ресторан и обработки ран Арурару, Юкита наконец понимает, что в этом мире нет магии. Несмотря на новую жизнь, о которой он мечтал, он все еще думает, что это не так уж и плохо. По крайней мере, он может напиться к концу дня и посмотреть, как Рой блюет радугой. Арурару отмечает, что после его прихода все стали веселее, и робко просит его остаться там навсегда.
И так как в этом мире нет повелителей демонов, он начинает соответствовать себе и принимает свою новую жизнь. Он понимает, что должен благодарить Бога за то, что он послал его сюда, но замечает, что никто ничего не знает о Боге или духовности. Во время охоты Рой подходит к нему, чтобы рассказать о запрещенной книге, о чем-то таком, о чем даже говорить запрещено. Он сразу же думает, что это его шанс. Это приведет его к тайнам этого нового мира. Он спрашивает, о чем эта книга. Позже он узнает, что это обычная книга о близости между парами. В сопровождении Роя и Арурару Юкита отправляется в столицу империи. Рой указывает на дворец и говорит Юкита, чтобы тот избегал разговоров с кем-то из горожан. Юкита не понимает почему, и Рой объясняет, что их деревенских ненавидят люди из города. Они добираются до книжного магазина и находят книгу, которую так отчаянно искали. Удача при мне. Юкита становится любопытно, думая о том, что такого есть в этой непригодной для работы книге из другого мира. Все пугаются, думая, как отвратительно это выглядит, но Юкита думает, что это обычная книга. Арурару единственная веселится, так как она нашла более продвинутую книгу, чем та, которую они нашли сейчас. Во время обратного пути они обнаруживают скопление людей. Любопытство Юкита берет верх, и он проверяет. Он видит несколько людей, стоящих на коленях, и несколько имперских гвардейцев позади них. По приказу стражников люди выпивают что-то и тут же падают. Он в шоке и не понимает, что происходит. Но Арурару хватает его за руку и уводит его прочь. Он спрашивает ее, что это было, и она останавливается. Она объясняет, что в стране есть система, которая решает, когда лишать человека жизни. Он снова выходит из себя, так как не понимает, о чем идет речь. Он спрашивает, можно ли это применить к ним, но Рой вмешивается, объясняя, что нет, потому что их деревня особенная и к ней относятся по-особенному. Двое парней уходят, а Арурару отстает, заметив, что ее сестра и ее имя находятся в списке следующих целей. Ночью Юкита пытается заснуть, когда Арурару неожиданно прокрадывается в его постель. Он не понимает, что происходит, но это то, что она только что прочитала в своей новой книге и хочет применить это на практике. Она извиняется после того, как связала его и пришла в себя. Сейчас мы будем заниматься сексом. И рассказывает, что ее отправили в деревню из-за ее характера. Она обнаруживает, что деревня это нечто иное, как лагерь, куда отправляют изгоев. Она обнажает плечо и показывает шрам с клеймом. Она рассказывает, что все, кто боится смерти или не следует устоям страны, являются... На самом же деле их клеймят и ссылают в псевдолагерь. Но она счастлива, что Юкита отличается от других. У него нет клейма, но он не смотрит на них с отвращением. Он помогает им и учит их чему-то новому. Он первый человек со стороны, который относится ко всем как товарищам и семье. Юкита рассказывает, что у него было что-то похожее. В его прошлой жизни все его недолюбливали из-за культа, но в этот раз ему наконец-то удалось завести первых друзей. Арурару замечает его ожерелье и говорит, что оно выглядит красиво. Это была единственная вещь, которая сохранилась с прошлого мира, и он вспоминает, что отец говорил ему, что оно работает как защитный талисман. Он решает отдать его ей, и она возвращается в постель. Но не раньше, чем смотрит на него и думает, что она была счастлива встретить его. На следующий день Юкита просыпается, но обнаруживает, что ресторан необычайно пуст. Он нигде не видит ни Арурару, ни Роя. Он думает, что ресторан закрыли на весь день и проверяет снаружи. Там он видит Роя, лежащего на полу после массивного избиения. Он сразу же проверяет своего друга и спрашивает, что случилось. Рой рассказывает, что сестры были похищены и подробно объясняет систему Imperial. Нормальным людям приказывают встретить свой конец, и они подчиняются. Но людей из их деревень не просят, их жизни забирают насильно. И сегодня у сестер был день, когда они должны были встретить свой конец. Он извиняется перед Юкита, но наш мальчик не может стоять на месте. В сопровождении Клена он спешит в столицу, где Арурару не может поверить, что она только что наблюдала за последним вздохом своей сестры. Стражник толкает ее на землю и готовится прикончить ее своим мечом. Но тут появляется Юкита, отправившийся в свое первое настоящее приключение. Он бьет двух солдат одного за другим, даже пробивая железный шлем. Все стражники в округе окружают его, но он не боится. Он смотрит на безжизненную силу Рилу и спрашивает, почему они так с ней поступают. Входит капитан императорской гвардии и говорит, что это потому, что они боятся смерти. Неужели это законно?
Незаконно это ни хрена. И что они не должны этого делать, потому что рано или поздно это случится, и без всякой реакции капитан достает свой меч и закалывает Юкита. Он падает и смотрит на Арурару, которая выкрикивает его имя, но капитан наносит удар. Едва выжив, он подползает к бездыханной Арурару и спрашивает, почему это произошло. Он видит ожерелье, которое подарил ей, и в памяти всплывают слова отца, что их бог Митама обязательно спасет его. С последней надеждой он хватается за ожерелье, прося Митаму спасти сестер. Впервые в жизни он начинает скандировать те же слова, что и его отец, молясь за своего бога. И в этот момент драгоценный камень из ожерелья поднимается в воздух, создавая разряды молний. Небо стало черным, и появился массивный шар, похожий на солнце. Из него на землю спустилась девочка Лоли, которая тут же прыгнула на Юкита, счастливо обнимая его. Он наконец позвал и принял ее, но Юкита уже не дышал. Она за долю секунд из милой Лоли превратилась в сущий кошмар. Она использовала всю свою силу, чтобы создать корнеплодные руки, которые утащили каждого охранника в пропасть. И в то же время она оживила Юкита и двух сестер. Она прыгает к нему на плечи, показывая свою привязанность. Но Юкита не понимает, кто она такая. Тогда она представляется Митамой, его богиней. Не может быть.